Наконец-то новое видео. Сходу анекдот, чтобы вы на меня не обижались. Ибо, ребят, я вас очень сильно понимаю, потому что видео не было очень долгое время. И понять вас, в принципе, можно. Типа, а где этот человек? Куда он пропал? Где он? Что на нас забил? Нет, ребята, я целый месяц работал над этим видео. Было очень много проблем, было очень много недочетов. Я, в общем, в подробности не хочу вдаваться. Просто знайте то, что я занимался этот месяц этим роликом. Так что не обижайтесь на меня. Я вернулся, но хотя я никуда и не уходил. Но прошу прощения, прошу прощения то, что не было очень долгое время видео. Я все, ребята, понимаю. Так что, вот вам анекдот, чтобы вы на меня не обижались, да, так сказать. В общем, Пупа и Лупа попали в армию в одну роту. Так, значит, пришло время отдавать честь генералу армии, но Лупа сломал руку. И Пупе что пришлось делать? Конечно, прикладывать к голове за лупу. Ну, понимаете, за лупу. За лупу. Спасибо, спасибо. Спасибо, не стоит аплодисментов, я очень старался. Так что, здравия желаю. С возвращением, блядь. Come back. Hi, girls. Hi. Ладно, приколюхи в сторону, давайте с предисловия. Сегодня я вам расскажу историю трайхардинга на ПК. Это пока что первая часть, но чтобы вышла вторая, нужно набрать 1200 лайков и скорее преодолеть планку в 10 тысяч подписчиков. И для тех ребят, кто впервые сюда попал, нечаянно, или же посоветовали кто-то из ребят, возможно YouTube, кинул в рекомендации это видео. Скажу сразу, кто такие трайхарды и почему уже история. Трайхарды, а точнее трайхардов, на западе уже многие стебают и угорают с них. То бишь, по сути, им уже быть не модно. Произошло это из-за того, что начались всякие грязные вещи, такие как 1-0, просто убийство, подловив своего врага на ошибке, или же килл просто-напросто с орбиталки. Пассивно-скрыто-гостовые войны, трэш-талкинг, на ПК вообще VPN-ы, о них, кстати, расскажу во второй части. Некоторые индивиды юзают софт, макросы, но давайте на них закроем глаза, ибо это уже в порядке вещей, и на ПК это уже нормально использовать макросы. Много появилось игроков, которые называются wannabe, в переводе подражатели трайхарда. И это все в совокупности сделало свое дело и просто-напросто позорит настоящих трайхардов и просто-напросто высмеивает их. Настоящий трайхард — это значит скилловый и шарящий. С консоли могу привести в пример Сентимента. Вот он достойный, хороший игрок. На ПК только тех ребят, которые хорошо играют в PvP, ибо фримод на ПК судить... Ну давайте я буду честен перед вами. Такое себе судить фримод на ПК. Так что после серии моих видео о истории трайхардов, а там по сути многие из них настоящие трайхарды, вы сделаете вывод, что было там в те времена и что происходит сейчас. Ибо, ребят, давайте просто-напросто откроем глаза. Убийство из орбиталки, счет 1-0 и ГГ. Ну вы сами подумайте, что это такое. Это видео я разделил на 3 части. Первая часть будет немного о бандах таких как Каэт, Суце и Дека. Второе – запоминающиеся моменты в промежуток с 2016 года по 2018 год. Третья часть видео – это вызов некоторых игроков 1 на 1. Начнем с малого – банда Каэт. Стоит начать с того, что Каэт на ПК не равен Кайду на PS4. Каэт — это банда на 4-й сумке, но так как на ПК это была русская банда, и наш русский менталитет украду никто не заметит, как видим, вышло коряво. Не будем вдаваться в подробности, что там у ребят на PS4, стоит просто знать, что официальная банда находится на PS4. А на ПК название, скорее всего, спешно было повзаимствовано, извините, пожалуйста, за мой французский. Название было повзаимствовано. Теперь как раз о Кайде на ПК. Каэт — это банда в прошлом, состоящая из русских игроков, трайхардов и прочей шелухи. Годы жизни этой банды с 2016 года по конец 2017, начало 2018. Затем на замену им пришла банда такая как X2X, а.к.а. СУС, в том плане, что опять же русские игроки, трайхарды и так далее. В этот промежуток времени с 2016 по 2018 год Кайт были популярны. Кайтовцы прославились тем, что первые играли софтом, триггербот, эймбот, гудмод и так далее, может быть еще и ИСП. Не вдавайтесь в подробности, что это, а то еще посяете на эту дрянь. Проще говоря, они нечестно играли, но как минимум вели бой и есть пруфы, где они используют все умения читов. Второе — это многочисленные рипы на эту банду. Как минимум я нашел 8 рипов, 2 второстепенных видео, то бишь 1 рип конкретного человека, второй трэш-толк и просто недопонимание. И более 15-20, а может и даже более 100 видео, где есть игроки Скайда, где они там светятся. Итак, давайте по порядку. 8 рипов. 2 от Кинга Фэнси, 1 от Фатала, 2 от Стоени 92, 1 от Квиксильвера, 2 от Майка.
И знаете, что этих всех людей объединяет? То, что все эти люди были в Суце. Кто-то и до сих пор там, а кто-то уже давно покинул эту банду. Вот как раз о Суце мы скоро и поговорим. Скажу сразу, здесь и сейчас, чтобы в дальнейшем не было проблем. Пару слов о игроке Стаини 92. К сожалению, недавно канал Стини был удален, и я не успел взять фрагменты из его видео. Не стал я выдумывать, что произошло, он написал напрямую Фаталу. Что состояние? От Фатала последовал ответ. Его канал заблокирован. Даже если ввести в гугле Стаини 92, как мы видим, его канал в отлете. Но чуть-чуть поискав и приложив усилия, я нашел его второй канал, так что давайте поможем ему набрать подписчиков, ибо на его основе на старом канале было 7500 подписчиков. Делаю я это бескорыстно, ибо на основе у него были серьезно неплохие видео. Так что ссылочку я оставлю на него в описании. Давайте, подписывайтесь на Стаини. В два второстепенных видео, один от Кинга Фэнси, один от Стини. Стаи более видео, где есть игроки из Кайда, это один человек, сделал свой вклад, и зовут его Ирбис. Давайте начнем с рипов на Кайд и по нарастающей. 28 декабря и 5 января выходит видео на канале у Кинга Фэнси. Спросите, а кто же этот Кинг Фэнси? Знакомьтесь. Chill. Shut the fuck up, I'll bust a nut in your fucking mouth. Oh, that's pretty gay. О. Блять, заебал. Да, блять, пиздец. Закрой ебало, блядь, дебил. Ты лох. Нет, ты лох. 28 декабря 2016 года у него на канале вышло видео под названием GTA 5 Online helping out a friend Ripkide tryhards. В общем, в том видео подписчик Кинга попросил его зайти в сессию, помочь ему, так как на подписчика напали 3 человека. Как раз в сессии были люди из Кайда. Фэнси начал воевать с ними, с людьми из Кайда, и на удивление это все дело зашло, видео у него стрельнуло, и на данный момент набрало 180 тысяч просмотров. Затем, 5 января 2017 года, сразу же после Нового года, Фэнси выложил видео опять же на кайдовцев. Тут обычное месиво на базе с игроками из Кайда, ничего необычного. И вот тут начинается немного запутанная история, но попытаюсь грамотно все раскидать по полкам. Итак, после 2 роликов от Кинга Фэнси, такой игрок и главарь банды Суце как Фатал, как раз я ему и писал чуть выше, что произошло в состоянии. Так вот, Фатал подцепил эту тему и выложил уже видео с членами своей банды с рипом на Кайд. Произошло это 29 января 2017 года. Но до этого инцидента есть маленькая предыстория, почему Фатал подцепил данную идею и начал действовать. Тут стоит вернуться на 27 августа 2016 года. Опять же у Фэнси на канале вышло видео I joined Suce Recruitment Challenge. Там он выиграл того самого Фатала и его друга Суицида. Фэнси в итоге кинули приглас Суце, все, Кинг в Суце. И на том видео, где он помогал подписчику, как ни странно, он был уже в этой банде. И Фатал увидел, что его люди начинают крутиться, плюс видео от игрока Fabzy One, который 14 января 2017 года выложил видео GTA Online Rip Suce. Это все в совокупности сделало свое дело. Фатал подцепляет данную тему и начинает действовать. 29 января 2017 года у Фатала на канале выходит видео GTA 5 Кайд против Суце. Don't cry because it's over. Smile because it happened. В общем, само видео это обычный рип. В видео Фатал доносит мысль. Вы можете использовать гудбондерские машины, приходить к нам с счетами, делать фейковые счета или делать 1-0 на нас, но мы сделаем 10-0 на тебя. И подводить к тому, что вы никогда не победите легенд. Легенд он имел в виду всю банду Суце. Немного высокомерно, но что есть. И вот на этом моменте давайте я расскажу вам про Суце. Как бы начать. В общем, есть на данный момент 3 банды. Суце, Совк и Сусь. Считайте это взаимосвязанные банды Суце и их альянс. Суце и Сусь это банды на ПК. Совк это банды на Xbox One, но Совк есть и на ПК, но там только 2 друга, Метал и Протокил. Чтобы более детально познакомиться с этими ребятами поближе, советую их отдельный канал, так как его ведут вышесказанные ребята Метал и Прото. Давайте пробежимся по главарям. Суце, как вы уже могли понять, главарь Фатал. Суся, главарь Маркус. Совк, Метал и Протокил. Если быть кратким и говорить вкратце, Суси и Совк считайте легендарные банды. Но для кого как, кто-то их считает трэшем, кто-то их считает легендарными пацанами. У каждого мнение свое, так что делайте вывод для себя. Трэш они, либо они легендарные. Знай свое место, мясо. Суце.
Судцы сделали свое дело на ПК. И мои слова подтверждает видео, которое вышло у Фатала 28 февраля 2017 года. В этом видео все игроки и судцы пробежались по многим бандам. В общем, они поставили точку, что это топовая банда на ПК. Час убийств. Многих игроков. Конечно, немало времени они уделили банде Нави и их союзникам, но тут тоже очень долгая история. Так что расскажу в следующей части и о Нави. А Совк сделали свое дело на Xbox One. Но все-таки не стоит забывать про 30 июля 2016 года. На канале Нагибатор такой игрок, как Fighter26, сделал ап на Совк. Насчет Суси. Появилась эта банда сравнительно недавно, 6, может быть 8 месяцев назад. Ну ладно, давайте навскидку 1 год назад появилась эта банда. И скажу я вам, Суси уже набирает неплохие обороты. Если у кого-то возникнет вопрос, а как попасть в Суци или Сусь? Тут нужно просто-напросто проявить себя. Уметь играть в фримод, ибо без фримода там делать нечего. Убивать не абы кого, не нубов и рандомов, а игроков, которые известны в узких кругах. Рипать банды, опять же не рандомные, а те, которые на виду. Проявить себя хотя бы для начала, чтобы тебя ребята заметили и появились связи желательно с главарями. Плюс нужно знать, за кого ты или против. То бишь знать банду и их союзников, как на твоей стороне, так и на стороне твоих противников. Могу в следующей части рассказать, в принципе, подзапариться и найти, кто воюет против кого, союзники определенных банд и так далее. Пишите в комментарии, если вы это хотите и вам это интересно. Так вот, еще пару слов о Суце. Я разговаривал с Фаталом где-то 8, может быть 10 месяцев назад. И насчет Суцы. Как мне Фатал сказал, что в свою банду больше людей он не принимает. Но возможно политика у него поменялась за этот промежуток времени. Но вот Суси у вас есть возможность попасть. Ну опять же, если вы проявите себя. Хотя смотрю я на тебя, зритель, по ту сторону экрана. Нету шансов. Как в принципе и у меня, ну хотя... Альтернатива для вас это фейк-банды с таким же тегом Суци. Туда вас спокойно возьмут, и хоть где-то вы будете в Суци. Итак, надеюсь, Суци и их союзниками мы немного разобрались, и вы подчеркнули для себя что-то новое и интересное. Идем далее к рипам. 11-18 марта 2017 года на канале Устояние выходит видео аж 2 части. Суци против Кайт, Арми и Нави. Так вот в этих 2 частях Стояние убивает всех из этих перечисленных названных банд. Затем 6, 19 и 21 мая, опять же 17 года. Это даты 2 моих знакомых с рипом на Кайт. 6 числа выходит видео на канале у Квика. Обычный riп на Кайт и РСКД. Потом 19 и 21 мая у Майка тоже выходит видео с рипом на Кайт. Первое видео он залил Rip My Enemy, в скобках Рипкайт. Второе Рипкайт и их альянс. Считайте, май 2017 года был месяцем апом на Кайт. Теперь 2 второстепенных видео. 1 марта 2017 года у Стояния выходит видео. GTA 5 Kite, get sat down on your ass. В этом видео вышло недопонимание между Стоянием и Асом. Но так как у меня материала нету, фрагментов из видео Стояния тоже нету, то просто-напросто поверьте мне на слово. И просто представьте картину у себя в голове. Итак, Ас говорил 15-14 счет в его, затем Ас просит показать полное видео бла-бла-бла, что-то там с 16 киллами. Стояние выкладывает полное видео а-ля Proof, который просил Ас. Дошли они до счета 16, счет 16-7 в пользу Стояния. Дальше пошли ваншоты и тотал 25-18 с ваншотами или же 21-5 без ваншотов в пользу Стояния. Неплохой такой разброс, да? Далее, 3 марта 2017 года у Kinga Fancy выходит видео с рипом на такого игрока, как Парадоксы. Много говорить не буду, просто счет 23-9 в пользу Кинга. Дошли мы до легенды русского комьюнити, да и не только русского. Более 100 видео с игроками из Кайда. Одним словом, Ирбис, проще говоря, элита, топ-снайпер, самый лучший игрок и вообще номер 1. Не понял, блядь. 3 раза ты живой. Ебать в уши нахуй эту игру. Я заебался по 3 раза людей убивать. По-моему, это сессия. Блядь, ёб твою мать. Блядь, сука. ПДМочка, лезь, ПДМочка. Не попал? Да попал же. Нет? Блядь, сука. Попал же. Блядь, да как так-то? 6-1 я проигрываю, блядь! Такой игрок, как Ирбис или же Дедушка Ирбис, называйте как угодно, прославился в узких кругах за счет того, что начал предлагать всем ПВП на пляжу с такими правилами, как без суицидов или же легкого путя. Если попали в тебя, то ты как настоящий, истинный true игрок терпишь и пытаешься вывозить. И в плане счета он всегда играл и говорил, что играем до 34. Так вот, когда он начал снимать видео, как он играет ПВП, всех зовет и так далее, к нему начали тянуться русские игроки, то есть кайдовцы. И после этого, считайте, в каждом видео они светились. Переходим ко второму
второй части видео самые запоминающиеся моменты и события в период с 2016 года по 2018. 19 марта 2017 года такой игрок и ютубер как Мотмус. Ну, хотя давайте я вас с ним познакомлю, если вы его не знаете. Итак, Мотмус. Hey guys, what's going on? It's Motmus here, and I'm just doing a face of 30k subscribers now. I'm in a party. 19 марта Мотмус выложил видео на свой канал Мотмус против King Fancy. И как мне известно, это было его первое PvP на ПК. Так как сам он игрок с PS4 и делал видео на PS4, та и канал поднял на PS4. Что по счетам? 20-13 доки в пользу Fancy, 12-12 пляж. Это если считать от нуля. А так 32-32. Потом их обоих крашнули читеры. Далее по нарастающей. Начинается лето 2017 года. Говорю с полной уверенностью, лето 2017 это самое топовое время во всех сферах трайхардинга. Никто еще так жестко не юзал макросы, точки, VPN, лаксвичи и прочее вообще знали единицы. Не было пассивно-радарных войн, не было орбиталки, не было ничего. Возможно, у вас сейчас возник вопрос, а что это ты такое нам сейчас сказал? Макросы, точки, а VPN вообще при чем здесь? А вот за это я расскажу в следующей части, раскидая про все, и что такое макросы, что такое точка, и что такое VPN. А кто знаком с макросами и шарит, для чего они нужны, возможно, даже дам пару штучек. Так что подписывайтесь и ждите следующей части. Плюс, если говорить за себя, то летом 2017 я познакомился с многими ребятами, как с русскоговорящими, так и с западными ребятами. Также хочу вас обрадовать. Кто любит смотреть гоночки в GTA 5 онлайн, анальные дырочки там, паркур тесты и так далее. Многие, кто сейчас смотрит это видео, могут знать такого ютубера как Лероя, который снимал видео с Кузакой, Филиппином и прочими. Так вот, у меня завалялись пару кадров с игрой с Лероем. Жаль, конечно, что не PvP, просто игра. Так вот, по одежке все сразу видно и понятно. Трайхардом его не назовешь, а вот ванаби или просто сырным можно назвать. Плюс разговор о Лерое по теме, ибо он тусил с Кайдом и Ирбисом. Вот как раз на видео в кадре есть такой игрок как Энд. Он тоже был с Кайдом, играл с ними. Знаком я был с Лероем до ухода его в армию. Ладно, мой друг, вижу, то, что я сказал ранее, чувствую, тебя не очень зацепило. Думаю, пора приступить к интересной драме, в которой все сначала были знакомыми, а потом стали врагами. И чтобы подогреть у вас интерес, здесь замешана и не зря будет упомянута банда Дека. Хоть вы ее не знаете, но за нее я вам расскажу. Далее здесь замешан Quicksilver, Майк, King Fancy и отчасти я. Давайте, чтобы было все понятно, раскидаю все по полкам, и вы хоть какую-то картину в голове у себя выстроите. Итак, Дека. Это банда, появившаяся опять же в апреле-мае 2017 года. Прожила она где-то 4-6 месяцев. Далее главарь, а главарем был Майк Райверс, а.к.а. Майк. Кто меня давно смотрит, знает, кто это. Так вот, он кикнул всех людей и начал воевать, развиваться в одиночку. Конечно, есть один фрагмент из истории, то что немалую роль играет в этом рассказе банда СКТ, но попытаюсь в следующей части рассказать о СКТ. И, конечно же, там я замешан, я был в СКТ и так далее, так что могу вам рассказать историю. Но сейчас он сутся, и ему по кайфу. Так вот, в период существования Деки там было много ребят, но нас интересует Quicksilver. Идем далее по хронологии. 18 июля 2017 года у Квика вышло видео на Суце под названием Defeat Zeus 10 vs 1 GTA Online. Если так подумать, то до выхода этого видео Квик уже вышел из той банды Деки и, к сожалению, по-видимому, начал играть с Нави. И если вспомнить мои слова в начале, что все ребята, которые сделали рип на Кайд, их объединяет то, что они все были в топовой на данный момент банде Суцы. Но стоит подметить, что Квик проявил себя в далеком прошлом, еще в августе 2016 года. То бишь он был Суцы и убивал людей из Нави, а спустя год он делает почти на них рип, сообщает, что он против Суцы. Хоть я и сказал, что про Нави поговорим в следующей части, но тут это важную роль играет, и в данном контексте расскажу. Тут ситуация запутанная получается, потому что Суцы и Нави, практически несовместимые вещи, так как они были ярыми врагами. Был какой-то промежуток времени, что они что-то делали вместе, но по своей хронологии они все время были и воевали против друг друга. И получается так, что Квик был в Суце в 2016 году, летом 2017 он связывается с Нави, ребята из Нави начинают думать, что Квик все, наш товарищ, потом опа и видео на Суце.
Как это можно назвать? Словами бросаться не хочу, Квик сам сделал этот выбор, и это его решение. Да и все равно в свое время он уже всем и все доказал. Он достойный игрок, говорю как человек, который с ним играл. С этого момента, когда Квик начал играть с Нави, сделал тот видос на Суце, он словил немного хейта, потом видео стали выходить все реже и реже. Но на этом история только начинается. 21 декабря 2017 года у нашего Фэнси выходит видео с рипом на Квика. Возвращаемся на месяц назад, на 30 ноября. У Квиксильвера выходит видео. Я еще здесь, видео будет в 2018 году. В тот период времени у Квика были проблемы с видеокартой, и по этой причине не было видео, так как она у него сгорела из-за майнинга, скорее всего. И если проделать логическую цепочку, не столь сложную, то можно сделать вывод, что на рипе у Фэнси Квик был на слабой видеокарте. Это даже доказывать не нужно, Квик сам об этом писал в комментариях у Фэнси. Для тех, кто не понимает, что есть видеокарта, нету видеокарты. Игра же запустилась и все классно. Но нет, стабильность играет очень много, и у кого FPS выше и картинка стабильнее, тот по сути в основном и выходит победителем. Но в случае с Квиком ему не хватало стабильности, так как игрок он сам по себе скилловый, стабильности ему не хватало для полной картины. Очевидно, что это был неравный бой. Давайте начнем с того, что у Квик чистый игрок. Он PvP игрок. Если во фримоде будет возможность мериться скиллом, он ей воспользуется, бессомненно. Я был в тот период времени на сессии, когда у Фэнси вышло то видео с рипом на Квика, и пересматривая то видео, я переосмыслил то, что нужно было поспособствовать на то, чтобы Кинг вышел 1 на 1 с Квиком, что второй в принципе и предлагал, несмотря на проблемы с видеокартой. Но Кинг отказался и, можно сказать, дал заднюю. В тот день это было 2 против 1, то есть его месили Майк и Фэнси. Майк остановился, Фэнси продолжил. Остальные ребята, включая меня, просто залипали и играли в PvP и так далее. Затем в тот же день, либо через день, я честно говоря не помню, но факт того, что я попал к Сильверу на сессию, там мы поговорили и обсудили эту тему, и я помню его слова. Они не вывезут в чистую 1 на 1. Как-то так он сказал, и после той беседы мы с ним сыграли PvP. Тогда на сессии был я, сам Квик и челик с ником Гидра 4.0. И тогда счет, к сожалению, был ровным. Эта ситуация и по сей день остается актуальной, потому что Фэнси спустя год, недавно, а точнее 2 месяца назад, перезалил данное видео с рипом на Квика, и в том видео, которое он залил второй раз, в нем Кинг доносит мысль, то что я всегда был фримод игроком, грязный стиль, грязный город и так далее. И мол, я не хочу играть с тобой 1 на 1 в доках, 1 на 1 с Квиком. Мол, что ты задрачиваешь PvP, если все равно ты не сможешь меня апнуть во фримоде. В общем, один говорит, пошли PvP, мол, ты не вывезешь там, другой говорит, PvP не поможет тебе во фримоде, как-то так. И 2017 год закрывает, можно так сказать, разоблачение Кинга Фэнси от Uversus Pro. 28 декабря, опять же 2017 года, у Versus вышло видео на Фэнси, что тот по сути называл себя номером 1 в GTA, говорил, что не играет грязно, пока противник не сделает этого первым и так далее. Предыстория данного инцидента и этого видео — это диалог, разговор Кинга Фэнси с Crazy Krill. Crazy Krill — это тоже один из ютуберов, это так чисто на заметку. В общем, насчет диалога, буду краток. Crazy пишет Фэнси с целью того, чтобы тот оценил видео и для рофла подписал. Ты видишь здесь триггербот или аимбот? Мне важно твое мнение, что ты тут видишь, Кинг. От Фэнси поступил ответ. Да, ты это купил. Речь уже начинает идти о софте. Криль, ответил Фэнси и, как ни странно, начал оправдываться, мол, это чистый скилл. Чувак, ты о чем? Я практиковал с теми-то долгое время. Фэнси говорит, с кем ты практиковал, те использовали софт, то бишь Криль тренил с элиминатором. И со слов Фэнси, элиминатор ходил с читами. Ладно, пропустим этот момент. Криль ему отвечает, ты троллишь меня, ты шутишь, чувак, о чем ты, Кинг? Ты серьезно думаешь, что я юзаю софт? Кинг ему написал, я вижу, что вижу. Я знаю, как выглядит использование софта, я вообще разбираюсь во всем. И позже говорит, мол, Криль, ты юзаешь софт. Потом разговор зашел о тех, кто по мнению Фэнси не юзает софт и отличный снайпер. В общем, сумасшедший спрашивает, что думаешь о Versus Pro? Кинг на своей волне, я номер 1, никого сильнее не видел, я лучше всех и так далее. Потом, мол, Versus Pro, что это за рандом? И сам Versus подхватил и пошел искать Фэнси, играя на альтаке, ну то есть на аккаунте вроде как друга, чтобы не спалиться, ибо Фэнси, ну по-любому знал, кто такой Ю. В общем, разоблачил он, так сказать, Кинга, что тот без грязи не может играть нормально. Плюс зашел разговор про Квика, что Фэнси засал идти с Квиком 1 на 1. Причину я вам ранее уже рассказывал. Но Versus добавил в своем видео, что Кинг говорил, я не играю с теми, кто юзает триггербот. Ну, в общем-то, как-то так. И таким темпом мы доходим до последней части видео. Третья часть видео — вызов некоторых игроков 1 на 1. Итак, друзья, я вам дал уже очень много информации для размышления, и уже подытожить хочу тем, что кто смотрит это видео, я хочу вас попросить о том, у кого есть коннекты, связи с Суци, Маркусом, Фаталом, Стаени, Протокилом и многими другими, отправьте это видео им, ибо я написал субтитры на это видео, и для западной аудитории будет как раз неплохо. Так что распространяйте это видео, если цените чужой труд.
Я надеюсь на ответную реакцию от вас. Плюс, кто хочет поделиться грошами, ссылка на Donut Alerts будет в описании. Теперь о 1 на 1. Много ждал подходящего момента позвать PvP таких игроков, как Квиксильвера, Кинга Фэнси, Юверсуса Про и вообще всех упомянутых в этом видео. Если, ребята, вы хоть как-то мне благодарны, то просто-напросто выйдите со мной 1 на 1. Спасибо. Насчет Кинга и западных игроков, таких как Crazy Krill и так далее. Так же как и Суцы, скидывайте это видео им напрямую. Спасибо. Давайте подводить итоги. Сегодня была первая часть истории трайхардинга на ПК. Вторая часть выйдет после 1200 лайков и апнутой цифры в 10 тысяч подписчиков. Чтобы вас заинтересовать, что будет во второй части, в следующем видео я расскажу о других бандах, о 2018 и 2019 году. Какие появились игроки, их стили, что такое точки, макросы, VPN, как в общем-то я и обещал. И надеюсь, что у многих ребят, не только на ПК, а вообще у многих, голова начнет работать в правильном направлении. До скорого.